чем именно подкормить кусты в августе, чтобы максимально продлить их роскошное пышное цветение. Над них уже распустились огромные тяжелые шапки, а на других бутоны только-только набирают силу. Если кусты еще цветут или только набирают бутоны, пожалуйста, не спешите. Рано для осенней подкормки. Многие сразу хватаются за монокалий-фосфат, но это неправильно. Сейчас август. Нашим растениям нужна помощь именно для роскошного цветения, а вовсе не подготовка к зимней спячке. Чтобы вы понимали, разница от правильного ухода просто колоссальная. Куст, скажем так, на свободном выгуле без должного питания выдает мелкие и слабенькие соцветия. А вот если взять сорт «Фантом» и дать ему правильную еду, шапки будут просто огромными. Наше питание буквально заставляет растение мощно и красиво завершить сезон. Итак, давайте разберем главные компоненты для нашего пышного цветения. Основа моей августовской подкормки – это удобрение с формулой 7-13-30. Эти цифры сейчас самое важное. В нем много калия и фосфора. И, обратите внимание, совсем немного азота. Я совершенно не боюсь давать такую малую дозу азота в августе. Растение еще активно живет, цветет, и эта капля азота ему сейчас жизненно необходима. Вот 3 кита нашего успеха. Первый – это акварин или фертикалюкс. Они дают тот самый необходимый фосфор и калий. Второй компонент – магбор, то есть магний и бор. Знаете, бор – это как энергетик для цветов. Он буквально заставляет даже самые упрямые бутоны раскрыться. Ну и третий – гумат калия, чтобы все это великолепие отлично усвоилось корнями. Иногда нам нужен и 4-й помощник – хелат железа. Обратите внимание на листья. Если они вдруг начали светлеть или желтеть, смело добавляйте его в нашу смесь. Он мгновенно решит проблему хлороза, и листья снова станут красивыми, насыщенно зелеными. Переходим к практике. Делаем раствор и строго соблюдаем правильные дозировки. Берем стандартное 10-литровое ведро воды. Нам понадобится 1 столовая ложка акварина и 1 мерный колпачок гумата калия. А вот магбор всегда добавляем строго по инструкции на упаковке. Обязательно читайте этикетки, производители пишут их не просто так. Как все это правильно смешать, чтобы точно сработало? Все очень просто. Сначала растворите сухие удобрения в маленькой емкости с теплой водой. Так у вас гарантированно не будет комочков. Затем просто выливаем этот концентрат в большое ведро и хорошенько перемешиваем. А вот вам небольшой совет от меня. Если у вас большой сад, сделайте себе концентрат. Нужно 10 ведер. Возьмите удобрения сразу на 10 порций, растворите их в одной банке, а потом просто добавляйте нужное количество этого концентрата в каждую лейку. Поверьте, это колоссально экономит время. Теперь правило полива. Как именно нужно вносить нашу подкормку? Запомните золотое правило любого садовода. Почва всегда должна быть влажной. Никогда, слышите, никогда не лейте удобрения на сухую землю. Если давно не было дождей, сначала щедро полейте куст простой чистой водой и только после этого вносите питание. И еще одно важнейшее условие – поливаем строго под корень. Наш питательный раствор ни в коем случае не должен попадать на листья или соцветия, иначе будут ожоги. Просто аккуратно выливайте смесь в приствольный круг. Ну и давайте заглянем немного вперед. Планы на осень, что нас ждет дальше? В августе наша с вами главная цель – поддержать текущее цветение азотом, фосфором и калием. А вот в сентябре стратегия полностью поменяется. Вот тогда мы перейдем к монокалий-фосфату и начнем серьезно готовить кусты к зиме. Но об этом мы подробно поговорим уже в следующем месяце. Друзья, правильный уход всегда дает свои плоды. Пусть ваши гортензии радуют вас пышным и очень долгим цветением. Обязательно подписывайтесь на канал и посмотрите другие видео. Впереди у нас много интересного про подготовку к зиме и правильную весеннюю обрезку. Ваш сад будет процветать. Если у вас остались вопросы, обязательно спрашивайте в комментариях под этим видео. Я внимательно читаю каждый комментарий и с удовольствием всем отвечаю. Ссылки на полезные видео уже ждут вас в описании и в закрепленном комментарии.